Добрый день, друзья! Покажу вам сегодня две орхидеи. Это продолжение истории этих двух орхидей. Одна из них у нас называется подкидыш, а вторая орхидея была подарена мне в феврале уценкой. И эту орхидею можете пройти по ссылке, посмотреть, с чего все начиналось. Прошло не так много времени. Подкидыш пересадили. Давайте посмотрим, как он себя чувствует в новой посадке. Посадка в чистый керамзит. Здесь сразу видны корни, которые стремятся убежать из горшка. И посмотрим, какие корни в горшке. Орхидеи поливались и та, и другая 3 дня назад. Поэтому заметно, что корни еще влажные, но активно растущие. На одном нижнем листике у подкидыша, у этой орхидеи, появилось сухое пятно. И листик начал немного желтеть. Не с краю, как это положено, а как-то посередине. Конечно, вот это пятно играет в этом немалую роль. Но это пятно, я за ним наблюдаю уже 2-ю неделю, оно не разрастается, а подсыхает. Так как это листик нижний, старый, я его убирать не буду. Пусть продолжает сам желтеть, отсыхать, отпадать. Потому что рядышком растет новый корень. И если я начну убирать этот лист, 100% вероятность, что этот корень я задену. Не буду ничего трогать, не буду ничем мазать. Корни он растет активно, листья не растут, но причина в этом тоже ясна. На цветоносе пробудилась почка и растет или будет расти явно цветонос. Одна из моих подписчиц написала, что это будет белый биглип. Она определила это по коду, который был написан на горшке. Но все равно же хочется увидеть цветение. Да, мы предполагаем, что это биглип. И когда он расцветет, я обязательно вам его покажу. А вторая орхидея была подарена моей подругой, для того, чтобы я вам показала, как ухаживать за орхидеей, которая куплена уценкой. А она купила себе точно такую же орхидею, ну, точно или не точно, мы с вами видели на картинках, она присылала мне, сейчас не прислала, я не просила, но спрашивала. Орхидея тоже растет, но пока эти обе орхидеи не пересажены. Я подружкину орхидею ни разу не видела. Здесь на горшке нет никаких опознавательных знаков. Как она цветет, никто не знает, потому что даже куплена была без цветочков. С февраля она очень активно растит корни от шеи. В горшке тоже растит корни. При этом, конечно, присутствуют и гнилые корни, и растущие. Но этой орхидеи есть особенность. Вот эта орхидея на листиках выделяет вот такой сладкий сок. Ну, кажется, что это вредитель, но нет, я просто пальцем дотронулась до этого сока и немного его размазала. Или еще вот так листики касаются друг друга. И вот на этом листике, на самых нижних листьях, причем, когда я первый раз
показывала и обрабатывала вот эту орхидею, на основании орхидеи было черное пятнышко. Я его намазала Максимом. И обратите внимание, как растет орхидея. Орхидея растет выше этого пятна, и вот эти 3 листа остаются старыми. И такое впечатление, а оно так и есть, что орхидея сама себя обновляет. И эти листья она сбросит. И когда мы будем ее пересаживать, вполне возможно, что этих листьев уже не будет, а орхидея начинает свой новый рост. Вот практически, если сейчас вот здесь отрезать, это будет новая орхидея. Но пока она у нас вот с этими листьями, и на листьях есть вот такой сок, если он очень долго находится на этих листьях, вот посмотрите, и здесь это видно, после этого сока образуются вот такие пятнышки. И если этот сок находится очень долго на листьях орхидеи, то именно вот такие сладкие выделения привлекают к себе грибки. Потому что грибок живет вот на этих сладких каплях с большим удовольствием. И может появиться грибковое заболевание. А вы у меня часто спрашиваете, орхидея выделяет капли по краю листа. Да, есть предположение, что она так или привлекает к себе опылителей, или отталкивает вредителей, или это просто агутация. Но когда этот сок находится слишком долго, может возникнуть и грибковое заболевание. Обязательно в аптечке нужно иметь вот такое средство – фитоловин. Он на основе антибиотиков. И если вы заметили какие-то под этим сладким соком потемнения, то сразу же берете ватный диск небольшим кусочком и неразбавленным фитоловином протираете все эти липкие пятна. И так надо сделать 2-3 раза с промежутками 8-10 дней. Фитоловин купирует такие грибки, и если дальше сок не выделяется и нет распространения грибкового заболевания, значит вы с этим справились. Я делаю это достаточно часто, когда замечаю такие вещи. Больше распространения грибка не происходит. Но эта орхидея тоже отличилась. На 3 ее цветоносах пробудились 3 почки, и она тоже собралась цвести. Первая почка, вторая чуть меньше, и вот она 3-я почка, она только-только начала пробуждаться. Так что в скором времени мы увидим цветение этих 2 орхидей. И если вам интересно узнать, как зацветут эти 2 орхидеи, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. И не забывайте про канал Дзин, чтобы не потеряться. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Какая сегодня идиллия! Боже мой! Спокойных снов!